Привет, это Алиса. А вы знаете, что поиск – главный поставщик технологий для всего Яндекса? В этой серии Як-2022 вам расскажут, как машинное обучение помогает находить лучший ответ, рекомендовать модную одежду, узнавать членов семьи по голосам, раскладывать фотографии по полочкам и даже переводить видео в прямом эфире. Я, кстати, могу видеть, слышать и отвечать тоже благодаря машинному обучению. А еще я умею рисовать. Многие картинки в этом Яке созданы мной. Но кто же создал меня? На работе я учу машины учиться понимать нас. Искусственный интеллект, он в каком-то смысле помогает человеку не думать. Функции человека мыслительные непонятно, как повторять. Это самый сложный проект Яндекса, который я, по крайней мере, вокруг вижу. Действительно немножечко искусство, а немножечко даже и магия. Как известно, Яндекс состоит из двух частей. Это знаменитое определение Воложева. Первая часть Яндекса — это люди, которые перемещают атомы в пространстве. Это маркет, такси, лавка, доставка, все сервисы реального мира. А есть часть Яндекса, которая перемещает электроны. Как работа программиста — это намагничивать определенные участки жесткого диска. И вот я работаю в этой части, которая намагничивает некоторые участки магнитного диска, делает информационные сервисы. Я бы сказал, что они на 90% построены на технологиях машинного обучения, а другие, они серьезно используют эти технологии. Машинное обучение – это создание умных программ, которые ищут закономерности в данных, на которых учатся. Это помогает им решать различные, в том числе творческие задачи. Вообще модели машинного обучения сейчас они повторяют, я назову так, перцептивные функции человека. Перцептивные функции – это способность человека воспринимать окружающий мир с помощью органов чувств. Есть базовая модель, которая хорошо понимает смысл текста документа. Есть моделька, которая преобразует звук в текст. Есть семейство моделек, которые определяют, что изображено на картинке. Там происходит какая-то магия. И нейронная сетка — это действительно такие математические абстракции, которые приближают то, что происходит в мозгу человека. Несколько дней назад пришли люди из карт. В картах довольно много собирается так называемого пользовательского контента, когда люди фотографируют что-то в ресторанах. Да, фотографируют блюда, фотографируют там интерьер, экстерьер. И нам бы хотелось уметь эти фотографии разделять по классам. У нас есть просто какой-то массив фотографий, который привязан к какому-то кафе, и чтобы пользователь мог, например, сказать: «О, я хочу посмотреть, на самом деле, меню». Или «Я хочу посмотреть фотографии блюд». Или, соответственно, интерьера. Ты, конечно, можешь сказать: «Окей, я пойду, размечу десятки тысяч изображений, либо самостоятельно, либо с помощью талокеров и инструментов краудсорса, обучу с нуля какую-нибудь сеть, потрачу на это, не знаю, пару человек на полгода». Но вместо этого ты можешь пойти в какой-нибудь репозиторий моделей, взять нашу большую предобученную базовую модель, руками разметить какое-то количество примеров, обучиться поверх признаков, которые выделяет базовая модель, классифицировать эти изображения. Существенно проще, чем сделать такую технологию с нуля. Для реализации такого подхода уйдет несколько дней. Довольно часто такие базовые модели, в том числе картиночные, мы называем тушками, или, как во всем мире это называется, боди. Мы используем такую терминологию, потому что дальше на основе вектора признаков, который выделяет эта модель, мы присоединяем к ней головы, которые уже решают некоторые наши целевые задачи. Итоговая модель представляет из себя вот это тело единое, от которого отходит довольно много разных голов, которые уже призваны решать некоторые конкретные прикладные задачи, которые возникают в сервисе.
например, в маркете есть рекомендательная лента, и нам бы, например, хотелось в случае, если мы показываем так называемые визуальные категории, одежды или предметы интерьера, нам бы хотелось показывать, что называется, модные фотографии, красивые модные фотографии. И для этого тоже можно применить эту модель и таким образом повысить визуальную привлекательность тех рекомендаций, которые мы получаем. О том, как одна нейросеть научилась отличать Челси от лоферов, смотрите в серии маркета. Яндекс испокон веков — это компания про анализ текстовой информации. Несколько лет назад в этой области началась просто настоящая революция с приходом туда архитектуры трансформеров. Эта модель позволяет нам не только анализировать, но и генерировать тексты. Да, задача генерации, она на самом деле, значительно сложнее. И вот на основе базовых текстовых моделей Ялм или Зелибоба, как мы называем их внутри Яндекса, построено большое количество сервисов, которыми вы сейчас пользуетесь. Так называемые быстрые ответы на поисковом серпе. На таких же технологиях работает сейчас болталка. Алиса, давай поболтаем. Про кино, хобби. В чем смысл жизни? Про автомобили. Про интересных животных. Давай поговорим о самолетах. Я люблю самолеты и смотрю все выпуски программы «Авиация». Давай поговорим о жизни на других планетах. Давайте. Как думаете, когда Марс колонизируем? Тебе нравятся машины? Я люблю Audi, а вы? Я тоже. Питер лучше. В Питере холодно. Гоу ко мне, я согрею. Какая твоя любимая еда? Пюре с котлетами. А у меня любимые пельмени. Алиса, а что... Хобби у меня такое. Да. Коллекционировать предметы старины. Да, спасибо большое за помощь, а то я немножко завис. И в 2022 году теперь можно, не знаю, из каждого утюга услышать, что я взял Зелибобу и для чего-нибудь ее использовал. Здесь тоже взял Зелибобу, для чего-нибудь ее использовал. А еще языковые модели семейства Ялм помогают писать заголовки для фрагментов видео, выделять ключевое в отзывах, генерировать рекламные объявления и заполнять заявки для поиска услуг. Что дает в Яндексе наличие множества моделей машинного обучения? Это на самом деле дает свободу их комбинировать. Вот посмотрите, у нас есть, например, моделька, которая определяет, что человек говорит, и переводит звуковые волны в текст. У нас есть переводчик, который умеет это переводить с одного языка на другой. У нас есть моделька, которая определяет пол человека и может различать несколько людей. У нас есть моделька, которая это умеет снова озвучивать на новом языке. Мы в результате комбинируем эти 3, 4, 5 моделек, и что получаем? Мы получаем сервис перевода видео на лету. It seems to me that this is a good example of a truly technological breakthrough. I regret that I didn't do it with my own hands, but if I did it right with my own hands as a developer participant, I would be proud of this project. А теперь мы умеем, условно, трансляции, которые идут в реал-тайме, сразу же в реал-тайме, как будто бы синхронным переводчиком переводить. И это очень сложная была задача и с точки зрения ML, и с точки зрения, скажем так, обычного программирования. И я считаю, что вот в сумме это самый сложный проект Яндекса, который я, по крайней мере, вокруг вижу, и который удался, и это технологический прорыв. У этого нет никаких аналогов, на самом деле. Нигде и никто не делал еще то же самое. Сложность, на самом деле, заключается в том, что нам недоступно все видео целиком, а переводить нужно по кусочкам. То есть стрим — это на самом деле последовательность из небольших кусочков. Нам, соответственно, нужно где-то в каком-то месте хранить контекст, что было в предыдущих кусочках. Запоминать голоса всех спикеров, которые до этого в видео встречались. Запоминать, что было сказано в предыдущих фразах, чтобы перевод был с учетом контекста. После чего из переведенных кусочков нам нужно заново пересобрать стрим и зарестримить его. Вторая штука, которую нужно сделать, это добиться минимальной задержки при переводе стримов. Сейчас у нас задержка занимает до 40 секунд, наверное. А можно теоретически нижний предел в районе 10 секунд, я думаю. Откуда вообще берется нижний предел теоретически? Нужно фразу дослушать до конца,
чтобы начинать ее переводить. В китайском языке, например, нету строго определенного понятия слова. То есть китайские тексты пишутся подряд, без пробелов, состоят из иероглифов. Каждый иероглиф — это такая концепция, устойчивое сочетание иероглифов. Можно назвать словами, а можно фразами или фразеологизмами какими-то. И иногда это к каким-то проблемам приводит, когда пишешь общую систему обработки. Вот вообще очень много странного в разных языках. Сейчас Алиса научилась распознавать членов семьи. И когда ребенок подходит и просит поставить музыку, она будет ставить ту музыку, которую он любит слушать. Когда взрослый будет ставить музыку для него. Алиса, включи Кровосток. Знаю такое, но не могу поставить в детском режиме. Алиса научилась распознавать людей. Это кажется простым и бесшовным, на самом деле очень сложная штука. Алиса, включи музыку. Включаю. Илья. Алиса, лайк. Легко поставлю лайк, но сначала нужно познакомиться. Меня зовут Марина. Мне очень приятно познакомиться с вами, Марина. Теперь я буду понимать, когда со мной говорите именно вы. Алиса, лайк. Хорошо, Илья, поставила лайк. Алиса, дизлайк. Марина, дизлайк принят. Мы время от времени делаем это так называемый обратный эксперимент. Запускаем ту технологию, которая работала, например, год назад. И смотрим, как люди из этой вот выборки, скажем так, которым не очень повезло, ведут себя по сравнению с тем, с которые работают с современными технологиями. И видим, что вроде как бы день ото дня менялось не очень сильно, но если откатить на год назад уровень технологий, то все становится плохо. Люди начинают ругаться на Алису, говорить, что она глухая, что она медленная, что она не включает те песни, которые им нужно. Мы все такие сигналы замеряем и видим, что на самом деле не просто мы какую-то чиселку на своих графиках улучшили, а действительно сделали пользователям жизнь получше. Да, я быстро учусь. Недавно мы сделали улучшение шумодавления, и теперь колонки могут слышать при условиях большого внешнего шума. Сейчас я вам покажу, что без внешнего шума эти колонки слышат одинаково. Алиса. Вот. А теперь проведем эксперимент с включением шума. Вот на этой колонке это улучшение есть, а с этой колонки это улучшение откатили. Посмотрим, что же будет. Включи белый шум. Включаю белый шум. Алиса. 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 Стоп. На этой колонке как раз это улучшение сработало, а на этой колонке не сработало, потому что с нее это улучшение откатили. Мы такие люди-метрик, и все свои изменения пропускаем через вот такие вот польские эксперименты. Лично для меня это самое важное — делать продукт, который нравится нам самим. Потому что в погоне за метриками можно потерять смысл и делать такой продукт, который по метрикам вроде хороший, а вот смотришь на него, и что-то тебя не прет. Какой-то он кривой, косой, неудобный. Главное — делать тот поиск, которым ты сам будешь пользоваться и говорить: вот да, это круто. В какой-то момент, это было где-то 1,5 года назад, мы провели такую небольшую аналитику внутри Яндекса и выяснили, что яндексоиды, они ищут в Яндексе все, что угодно, но не ищут запросы про программирование. А все наши метрики, которые существовали на тот момент, говорят, что мы супер вообще побеждаем, рвем всех конкурентов, отличное качество. Метрики-шметрики. И как же так получилось? Наши метрики основаны на оценках экспертов, ассессоров. Они разбираются, о чем запрос поисковый, смотрят на документ, который мы могли бы показать, и ставят оценку.
И оказалось, что специалистов, которые разбираются в программировании, среди асессоров мало. Значит, надо нанять в штат асессоров-программистов и метрику строить на основании их оценок. На оценках экспертов-программистов команда Кати обучила алгоритм, который назвали CS-YATI. CS-YATI, значит, расшифровывается как Computer Science YATI. Добавили приставку CS, потому что это отдельный трансформер, который мы сделали отдельно для программистского поиска. Там такая вот прямо когнитивная функция человека используется. Человек читает запрос, понимает, что, значит, по этому запросу пользователь хотел, он прочитывает документ. Это действительно сложная задача. Чем сложнее задача для модели, тем интереснее жизнь у инженера, который эту модель тренирует. Катя совершенно справедливо заметила, что с появлением качественных оценок наша жизнь стала гораздо интереснее. Но проблема тут какая? Качественные оценки довольно дорогие, и собрать огромный размеченный пул мы не можем. И, собственно, тут возникает вопрос, а каким образом люди учатся программированию? Я учился программированию тем, что читал много программистских книжек и писал много кода. Собственно, почему бы не дать модели то же самое? Программистские книжки в терминологии трансформера будет просто большой корпус программистских документов. Задача писать код — это в переводе на машинный язык восстановление пропусков. То есть, условно, я маскирую одно из слов в программе и спрашиваю модель, какое слово было на месте этой маски. А если посмотреть на графики обучения, получается, что когда модель только начинала учиться программированию, она на 75% правильно восстанавливала пропущенные слова. К концу обучения какие-то 800 миллионов текстов помогли ей справляться на 84-85%. Более того, поскольку модель сильно зависит от того, какой в нее приходит словарь, пришлось словарь тоже адаптировать под конкретный домен. Есть смешные примеры, такие как знакомое почти любому программисту слово deploy, в стандартном словаре токенизировалось в 3 токена — deploy. А новый программистский словарь помог модели понимать, что deploy — это одна конкретная целая сущность. Ее не нужно бить на несколько разных примеров. Первое — это мы нанимаем классных специалистов и размечаем наши запросы этими специалистами. А второе — тренируем наши модели так, чтобы наилучшим образом эти оценки приближать. Благодаря найму программистов мы этим трансформерам жизнь радикально усложнили. И как упростить жизнь трансформеру? Вот у нас задача. Есть запрос, это какой-то текст, его можно разбить на слова. Есть документ, это тоже какой-то текст. И можно себе представить этот трансформер как такую коробочку. Моделька, она последовательно считывает все слова запроса и все слова документа. Вот они у нее вот так вот последовательно записаны. И внутри себя модель связывает каждое слово с каждым, на каждом слое. На первом слое все слова с друг другом обменялись информацией, передали информацию на следующий слой. На втором слое то же самое. Передали информацию, там какое-то преобразование посчиталось, на следующий слой. И так далее, и так далее, и так далее. В самом конце этой коробочки вся нужная информация для того, чтобы решить задачу поиска, она записывается в самый первый так называемый токен. Это даже не слово, это такой символ начала текста. И вот ты в конце используешь вот ровно эту информацию, которая сюда записалась, для решения итоговой задачи. При этом ты вычисляешь всю коробочку, слой за слоем. У тебя 25-е слово, значит, обменивается со всеми вокруг словами информации. Все это, значит, тебе все это надо вычислять. И мы подумали, а что если на предыдущем шаге надо не все вычислять, а только несколько токенов? А что, если на еще одном предыдущем шаге нам тоже надо не все вычислять, а чуть больше, но все равно несколько? То есть что, если нам взять и эту архитектуру поменять, вместо монолитной коробочки сделать такую лесенку, где каждый слой каждый раз уменьшается? И оказывается, что эта лесенка очень хорошо работает, что можно без потери качества обрезать вот эти лишние вычисления, лишний обмен информацией между токенами. Можно было бы на этом остановиться и сказать, ну все, как бы супер, мы что-то сэкономили. Но мы обычно делаем не так. Мы обычно на сэкономленные ресурсы выбиваем еще больше качества для пользователя. Вместо коробочки у нас получилась лесенка, а дальше мы основание этой лесенки можем расширить. А что значит расширить основание лесенки? А это буквально значит, что ты можешь прочитать больше слов в документе, чем раньше.
Теперь модель видит больше текста. Для программистских документов это очень важно, потому что они очень длинные. На самом деле лесенка — это не единственный хак, который мы придумали. Есть еще вторая штука. Можно трансформеру вот так последовательно показывать весь документ, но если мы хотим на всей нашей базе все документы трансформеру показать, нам нужно очень много денег. Ну, то есть это там несколько десятков миллионов долларов, или там 1000 GPU-шек, или там петабайты данных нужно сложить. Давайте придумаем, как сделать тот же самый эффект, как будто бы наш трансформер видит весь документ, но потратить меньше денег. Наши инженеры думали и придумали. Подход называется у нас внутри релевантные предложения. Как человек обычно ищет в документе какую-то информацию. Ctrl-F, слово, и читает кусочек, где это слово хотя бы встретилось. Вот мы похожую штуку внедрили в наш трансформер. Так мы можем экономить. Мы можем не весь текст просчитывать, а сразу смотреть в нужное место, вглубь документа. Лесенка и релевантные предложения вместе экономят несколько десятков миллионов долларов. Те технологии, которые мы заиспользовали для того, чтобы улучшить программистский поиск, мы можем использовать и интегрально, и улучшать все остальные срезы. Мы не можем работать так. Сегодня мы там программистский поиск улучшаем, дальше для музыкантов поиск, следующий год для, я не знаю, для юристов, для медиков и так далее. Можно посчитать, да, сколько лет нам понадобится для того, чтобы для всех поиск стал хороший. Мы хотим вот это решение для программистского поиска масштабировать на все запросы, чтобы по каждому запросу поиск был лучше. Были надежды, что большие текстовые модельки, они создадут что-то типа настоящего искусственного интеллекта, которые приближают не только перцептивные возможности человека, но и когнитивные, сознательные. То есть они что-то смогут понимать о мире, делать какие-то суждения. Эти модельки пытались устроить так. Давайте возьмем вот все текстовое знание, которое есть в интернете, и попытаемся обучить текстовую модельку, которая все это знание использует. Но вот на самом деле пока нет. И попытки достигнуть настоящего человеческого интеллекта с помощью таких моделек скорее выглядят как попытки полета на Луну с помощью воздушного шара. Но тем не менее мы на этом воздушном шаре поднимаемся все выше и выше, видим Землю все с большей дистанции, но Луна, она все-таки там еще в небе пока далеко. У наших ребят есть ачивки. Это виртуальные медальки, которые выдаются по работе и не только. Почетный экспериментатор за многочисленные эксперименты. Ну, эксперименты над пользователями, разумеется. Так, наверное, больше всего я горжусь и продолжаю. Это преподаватель ШАДа. Я вот прямо сейчас веду в ШАДе машинное обучение. Это очень сложная штука. Я получил патент за то, как сжимать поисковый индекс. Яндекс хранит в себе весь интернет в проиндексированном виде, так, чтобы было удобно искать. И вот я на самом деле запатентовал способ, как этот индекс сжимать, чтобы он занимал меньше места. И по нему можно было быстро искать документы нужные. Вот. Ну, ачивку мне выдали в 2017 году. На самом деле я выпустилась в 2012 году. Да, это правда, я выпускник ШАД. И очень этим горжусь. Я в Яндексе с 2014 года, то есть уже 8 лет. Можно сказать, что занимался, с одной стороны, довольно большим количеством разных вещей, а с другой стороны, все время одним и тем же. Я как приходил в Яндекс, тогда еще в 2014 году, специалистом по дипленингу и обучению нейронных сетей, так им, собственно говоря, и по сей день и остаюсь. Я поступил в ШАД. После первого семестра ШАДа меня позвали стажироваться в отдел машинного перевода. Я с большим удовольствием пошел, ни минуты не думал. В Яндексе я с 2008 года. Я учился на мехмате, потом работал там, защитил кандидатскую диссертацию по алгебраической топологии. Алгебраическая конструкция сигнатуры топологических многообразий. Потом мне эта абстрактная математика жутко надоела, и я решил заниматься максимально чем-то несерьезным. Пошел писать компьютерные игры.
и попал в компанию Nival Interactive, где как раз делали «Пятых героев». Вот успешно что-то там делал, а потом понял, что это максимально несерьезное занятие, и нужно выбирать что-то среднее между алгебраической топологией и деланием игр. И вот так вот очутился в Яндексе. Яндекс — это компания, в которой много интересных задач. Яндекс — это место, где делают сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день. Яндекс — это прикольные люди. Так инженеры — это же самые романтичные люди. Их любовь и ценности чисты. Яндекс — это ничего из произведений братьев Стругацких, научно-исследовательский институт чародейства и волшебства.